Foreign cars, top towns, staring at the stars. And you saw the stars. Всем привет, ребята, меня зовут Лиза, и добро пожаловать ко мне на канал. And for my foreign audience, hi guys, my name is Lisa, and welcome to my channel. Of course, to make it easier for you watching, I made some subtitles in English, which you can turn on if you need them. So, enjoy your watching. Что ж, я думаю, многие из вас видели подобные тренды, где люди высказывают на короткие видеоролики свое личное непопулярное мнение и потом куда-то убегают в любом направлении, прячутся или же вовсе этого не делают. Да. Я думаю, вы поняли, в каком формате будет данный видеоролик. И я также выскажу свои непопулярные мнения на такую тему, как кавер-танцы. Но никуда убегать я не собираюсь и хочу, наоборот, получить от вас отклик в комментариях, будь он положительным и отрицательным, будь вы согласны со мной или нет. Мне важна ваша точка зрения, потому что сейчас я предлагаю вам именно обсудить те моменты, которые я уже достаточно долгое время наблюдаю и насчет которых я сформировала какую-то свою точку зрения уже давным-давно, потому что в кавер-танцах я уже на протяжении 5 лет, и этот период затронул такую часть моей жизни, когда я формировалась как личность, потому что пришла я в эту не всего в эту сферу в 15, и сейчас на данный момент мне 20 лет, и я все еще продолжаю оставаться здесь. Меня эта сфера не отпускает. Спасите. И исходя из этого, я думаю, я смогу вам что-то полезное, интересное подметить, заметить, рассказать, пояснить и, главное, объяснить свою точку зрения и почему же я так считаю. Поэтому предлагаю начать, а перед началом запаситесь какими-нибудь вкусняшками, если вы вдруг кушаете сейчас, вам приятного аппетита, если вдруг вы идете и слушаете меня в наушниках и так далее, приятной вам дороги, возможно. А я, пожалуй, запашусь. Я забыла слово. Тяжело. Склероз в 20 лет. Ребят, это что-то рано. У меня и так спина больная, но этого хватает. Налейте себе любимые напиточки. Будь это чай, вода, газировки, соки, кофе. И давайте начинать. К сожалению, многие из сегодняшних тезисов будут не особо приятными, возможно, к чему-либо восприятию, потому что не все из них, правда, являются какими-то добрыми или позитивными аспектами нашей деятельности, как кавер-танцоров. И я очень сильно прошу вас, если вдруг люди в комментариях будут оставлять какое-то мнение, которое вам не нравится, мы будем это уважать и будем обсуждать, а не нападать на человека, потому что в наше время я очень сильно хочу, чтобы моя аудитория была достаточно осознанной, чтобы не приводить к травле человека из-за его слов, вне зависимости, насколько они были плохими или же неадекватными, на ваш взгляд. Будем добрее, ребят. Интернет и так полон плохих людей и мыслей, которые многие вываливают на остальных, просто потому что, возможно, у человека был плохой день. Я их не оправдываю, не поддерживаю такое поведение в социальных сетях, но давайте не будем уподобляться подобным людям. И раз я начала про комментарии, то тут же я расскажу первый факт, который помогает, во-первых, продвижению видеороликов на данной платформе, и это комментарии. Да, чем больше комментариев набирает ваш видеоролик, тем больше он поднимается по просмотрам, по лайкам и
дальше вот по этой всей стези в интернете. Кавер-танцы — это достаточно популярное на данный момент течение, и с каждым месяцем конкуренция все больше и больше растет, потому что многие талантливые ребята, вне зависимости от их разницы в возрасте, приходят и показывают свои возможности на публику. Поэтому в социальных сетях очень важно уметь продвинуть свой контент, и зачастую, как многие могли заметить, чаще всего в интернете инпаблики залетают в том случае, когда их окружает большая толпа людей. Почему же так происходит? На мой взгляд, это внимание к реакции людям, которые не понимают, что делают танцоры, кому интересно, что же происходит на улице, почему вдруг столпилась огромная куча людей вокруг танцующей команды, и правда, кого-то это может завораживать, кому-то это может не нравиться, кто-то может выявить какое-то отвращение на камеру, кто-то может специально полезть в кадр, и такое бывает достаточно часто, кто-то может пытаться орать в камеру, мешать съемкам, и не знаю, к нашему счастью или сожалению, подобные каверы становятся гораздо популярнее, чем обычный танец, допустим, на той же самой парковке, что для нас, людей, которые живут в Москве и сталкиваются с этим постоянно, особенно зимой, когда просто банально негде снимать, и чаще всего мы переходим на парковку. Данные каверы вообще почти не набирают просмотров. Исключение — это когда бывают быстро каверы. То есть это каверы, которые поставлены за кратчайший промежуток времени. За день, за два, может, за неделю максимум. Тогда да, кавер может набрать большое количество просмотров, но все-таки люди на заднем фоне очень сильно влияют. Почему еще такое происходит? Я думаю, вы мне сейчас скажете, что нет, возможно, ты ошибаешься. Все-таки люди в большей степени смотрят на танцоров, на то, как они подготовили костюмы, то, как они отыгрывают, то, как они в целом танцуют. Но не на людей на заднем фоне. Да, возможно, вы сейчас мыслите так же, как и я в начале своего пути. Человек в розовых очках, который пришел и думает, что всем интересно смотреть именно на тебя, на твою работу, на твое хобби. Это мы мыслим с позиции танцора, человека, которым этим занимается. И, возможно, другие кавер-танцоры, смотрящие каверы, будут обращать внимание в первую очередь на это. Но люди, которые этим не занимаются, являются просто фан-базой какой-нибудь кей-поп-группы, просто люди, которых интересует в целом сфера кей-поп, но не кавер-танцев, скорее всего, обратят внимание на то, что происходит сзади. Потому что вспомните, возможно, в шортсах или каких-нибудь видеороликах вы зачастую замечали людей или же странные какие-нибудь объекты, там, не знаю, человек в ростовом костюме лунтика, допустим, может быть, еще что-то, который просто проходит на заднем фоне видео, и вы цепляетесь и смотрите именно на него, туда, в ту самую даль, что же он там делает, а не то, что говорит человек, который перед вами на переднем фоне как-то пытается привлечь ваше внимание. И на таких видео просмотры очень сильно растут. И поэтому, собственно, я могу таким же образом провести какую-то линию, объединяющую просмотры людей, которые заинтересованы на заднем фоне, и каверы. Каверы — это по факту выступление на публике. И они так называются, и паблик. То есть это не просто выступление в публичном месте, но и работа на публику. И чем больше этой публики собирается вокруг тебя, тем большее количество кринжа они могут вывалить на камеру. Будь это полицейская машина, будь это мусорщик, собирающий мусор прямо во время того, как вы записываете кадр, и он проезжает просто рядом с вами. Абсолютно все, что угодно. Это могут быть два голубя, которые идут сзади вас на пустом пространстве, и то люди начнут это комментировать, и комментарии начнут продвигать видеоролик. И вот у нас уже более популярное видео, большее количество просмотров и аудитории. Я думаю, я смогла объяснить мнение свое по поводу данного тезиса. Поэтому предлагаю перейти дальше. Тут
тут уже скорее прям вот непопулярное, возможно, мнение или мое мнение как человека, который все-таки смотрит кавер-танцы именно на всю полную картинку, как люди танцуют, как они одеваются, как они отыгрывают, потому что все-таки я танцор, и я сама этим занимаюсь, я понимаю примерно, какие силы, финансы и все вот это вкупе было вложено в одно видео. Но чего я понять никогда не смогу, это разбросанные на заднем фоне вещи людей, которые снимают данный кавер. Просто огромные кучи, горы, и они буквально разбросаны. Очень часто бывают каверы на Никольской, где на лавочках, которые находятся позади людей, которые снимают, разбросана огромная куча вещей. У меня лично вызывает это дисбаланс, когда я замечаю подобную гору, и мне даже как-то не хочется смотреть далее, просто потому что такой беспорядок в кадре как будто бы нарушает ту красивую картинку, которую мы хотим получить в конце. С одной стороны, есть плюс в данной ситуации. Если у вас, допустим, сильная проходимость в этот момент, праздники, выходные, вечер, людей полно, вы на камеру параллельно, если вдруг к вашим вещам кто-то подойдет, вы сможете это зафиксировать, и у вас будет снят человек, который пытался стырить у вас что-то, да, потому что на съемки обычно люди приезжают с большими баулами, кто-то с 2 сумками, кто-то с 3, кто-то с огромной большой одной, просто потому что у кавер-танцоров бывает очень много вещей, и лаки, и косметика, и обувь, и переодежка, тот же самый костюм, и булавки, и запасные накладные ногти, всякая всячина на все случаи жизни, потому что съемки идут ограниченное количество времени, и за это время надо успеть отснять хорошие дубли, чтобы у вас костюмы выжили, чтобы укладка держалась, чтобы косметика и макияж у вас не поплыл. Поэтому вещей достаточно много. Есть всегда очень хорошая альтернатива. Если вы снимаетесь в большой команде, зачастую у каждого из вас есть какие-то знакомые. Это могут быть люди, не заинтересованные в данном хобби. Это могут быть люди, члены вашей семьи. Это могут быть люди, которые ваши друзья из этой же сферы, возможно, из вашей же команды, просто не стоят в этой хореографии. Люди из других команд, ваши знакомые, ваши друзья, с которыми вы работали, попросите их последить за вещами. Потому что зачастую бывает на съемке призывает. Я призываю тебя. Извините. Приводят с собой людей, которые снимают задний, сайдкам. Господи, что я сейчас сказала? Какой кошмар! Ужас какой! Короче, задний процесс съемки сзади, кому-то фанкамы, снимают еще что-то. Попросите этих людей постоять лучше с вашими вещами рядышком. Они также смогут вам заснять, но они параллельно будут еще следить за вашими баулами вещей. Зато эти баулы не будут попадаться в кадр. Не знаю, обращали вы внимание на вот эту гору вещей, которая находится на камерах. Возможно, нет, возможно, это уже чисто моя придирка. Но если вдруг замечали, отпишитесь. Мне интересно, сколько у нас таких людей, кому тоже такое не нравится. Может быть, я одна такой делилась. Мне даже как-то неловко после этого стало. Вот. Что ж, про задний фон мы поговорили, про то, как его можно улучшить визуально, тоже поговорили, про то, как набираются просмотры и лайки за счет заднего фона мы тоже поговорили, а про набор аудитории мы так и не поговорили. Мое непопулярное мнение заключается в том, что если кавер-танцоры в данный период времени хотят набрать не только просмотры и получить отклик на свою работу, как кавер-танцоры, надо делать и продвигать свой аккаунт во всех направлениях. То есть вам нравятся кавер-танцы,
Вы хотите аудиторию набрать, которому это же нравится. Вы хотите раскрыть себя как личность в интернете, чтобы за вами наблюдали и почувствовать себя неким айдолом. Делайте контент. Делайте шортс. Ведите соцсети. Общайтесь со своей аудиторией. Поддержите с ней какое-то взаимоотношение. Это SMM-маркетинг, все вот сюда. Это данная сфера, которая продвигает вас как личности в социальных сетях, потому что конкуренция на данный момент, как кавер-танцоров, безумно огромная. И целенаправленно очень мало людей, скорее всего, будут смотреть конкретно ваш кавер. Просто из огромного ряда танцев, также снятых, также хорошо отснятых, там, не знаю, с крутым задним фоном, с огромным количеством людей. Не факт, что конкретно ваше видео будет интересно абсолютно всем. Потому что чем дольше вы занимаетесь этим делом, и в целом, тем дольше люди видят данное дело, увлекаются этим, тем больше растет конкуренция. Как бы это печально не было. И если вы хотите конкретно себе набрать новую целевую аудиторию, которая будет вас поддерживать, то ведите любой контент помимо чистых кавер-танцев. Я очень часто делала себе такую ошибку, из-за чего, возможно, у нас не было такой большой аудитории с нашей бывшей командой. Это выкладывала шорты конкретно из нарезки каверов. Конечно, они тоже неплохо продвигают танцы, но этого не хватает, чтобы сформировать большую аудиторию. Снимайте, что вам нравится, реакции, влоги, еще что угодно, на ваше усмотрение. Я сейчас то же самое делаю. Я сейчас начала снимать разговорные видео, и я давно хотела к этому прийти, но боялась осуждения со стороны публики, а сейчас скорее поняла один маленький факт: если я хочу добиться чего-то, я лучше пересилю свой страх и попробую себя в этом деле. Все равно, что скажут сейчас в сети, потому что в сети достаточно много злых людей, чтобы кого-то травить и так далее. Зато я буду заниматься делом, которым я хочу заниматься, и работать над продвижением своей личности в данной медиасфере. Многие из вас, кто минимум занимался хотя бы чуть-чуть кавер-танцами, знают, насколько это финансово затратно. Особенно если вы вдруг решаете сделать костюмы, которые почти идентичны оригиналу. Один костюм может обойтись под 5000, не говоря уже от съемок, от аренды залов, и это все так дорого стоит порой. И я не могу поделиться с вами моим мнением по этому поводу. Во-первых, это слишком большие траты и слишком большая захламленность в итоге по поводу вещей. И я скорее придерживаюсь той позиции: если я хочу сделать красивый костюм, но в дальнейшем я не буду это носить, я лучше сделаю простой костюм, чем я потрачу деньги на вещь, которую я в дальнейшем просто не надену. И она будет также пылиться, лежать, просто никчемная, ненужная никому. Вот. Это первый момент, который я хочу обсудить. А второй момент — это то, что не вся одежда, которая изначально шита под айдолов, под их пропорции, чтобы как-то их визуально вытянуть, удлинить, красиво вырастить фигуру, подойдет нам, потому что мы люди с разным телом сложения, с разным лицом, типом фигуры, типом внешности и всего этого, и нам могут просто не подходить данные костюмы, так мы еще на них отвалим большую кучу денег. Я скорее придерживаюсь принципа: сделай под себя и сэкономим. Что это за принцип? Это когда вы выбираете общий стиль хореографии, общий стиль костюмов, которые вам нравятся, с вашей командой, возможно, обсуждаете, и делаете либо нечто похожее, если вы вдруг пришли к тому, что хотите больше к оригиналу стремиться, но за маленькую цену, чтобы это было в адекватных форматах, и там было не жалко потратиться. Либо это будут костюмы, которые
по стилистике подходит под кавер, но при этом это ваша одежда, либо сборная, которая есть уже в вашем гардеробе, либо одежда, которая вам нравится и впоследствии будете носить. Потому что экономия в нашем деле иногда решает многое. Правда. Иногда я все-таки считаю, что сэкономить на костюме гораздо лучше, чем сэкономить на качестве видео, если вдруг вы решаете взять там недорогую съемку или монтаж, или что-то в этом роде. Если уж вы хотите сильно потратить на камеру, лучше потратить на съемку, нежели на костюмы, которые вы, возможно, даже больше не наденете. Сколько видео подобного формата, то что вот, я бы не носила этот костюм, потому что он слишком открытый, или мне в нем дискомфортно, на съемку да, но я вряд ли бы его надела потом после. Зато траты потом можно. Откуда деньги брать, ребят? В общем-то, экономьте и тратьте на одежду с умом, пожалуйста. Это такой маленький короткий пункт, маленькое короткое мнение по поводу трат именно на костюмы. Да, очень короткое, но я думаю, тут добавить-то нечего. Костюмы обсудили, съемки обсудили, все, что можно, обсудили, но не обсудили самого важного – здоровье. Здоровье и кавер-танц. У каждого человека есть свои ограничения по поводу здоровья. Будь это больные колени, спина, одна почка, тахикардия, брадикардия, заболевание сердца, вегетососудистая дистония, давление и так далее. Надо знать свои ограничения и уметь грамотно работать со своим здоровьем. Мы не артисты, мы не кей-поп-айдолы, чтобы упахиваться так, чтобы потом нас по косточкам собирали, кусочкам маленьким собирали. Мы все-таки живые люди, и здоровье для нас должно быть на первом месте. Я, как и, возможно, многие из вас, пришли в эту сферу, когда мне было 15-14, в возрасте подростка, который обычно не заботится о таких вещах, как здоровье, просто потому что, а зачем? Смысл, я зато лучше протренируюсь 8 часов подряд, но про здоровье я как-то не вспомню, про питание тоже как-то не вспомню. Зачем мне это? Это проблема будущего меня. Да, проблема будущего меня, которые по сей день мне приходится расследовать. Ребят, пожалуйста, делайте хорошие перерывы, если вдруг у вас проблемы с сердцем, у вас есть тахикардия, у вас высокий пульс. Хорошие перерывы, чтобы вы могли отдохнуть. Если вдруг у вас есть сложные элементы в танце, которые сопоставимы с тем, что вы садитесь, падаете или ложитесь на пол, будьте уверены, что ваши суставы, колени, локти, ваша спина под защитой. То есть приобретите наколенники. На выступлении хорошо, на выступлении выступайте без наколенников, чтобы это визуально вас не отталкивало. Если у вас есть возможность пододеть наколенники под одежду, чтобы они были незаметны, пододевайте. Лучше сохранить здоровье вашим костям чем потом волноваться об этом позже. Почему? Почему вы скажете, да какая разница, набил я кучу синяков, да? А потом вы посмотрите на чек, который вам выдадут врачи на лечение, и заплачете. Без преувеличения. Спину лечить очень дорого. Колени, суставы лечить очень дорого. Сердце лечить тем более дорого. Вы видели, сколько витаминов стоит? У меня тахикардия, брадикардия. Каждый день у меня дефицит витамина D. Я пью витамины, которые, извините меня, сейчас немало стоят, потому что они у меня банально не усваиваются, мне приходится их пить. У меня куча таблеток для сердца, которые мне надо покупать, просто чтобы мне плохо не было, и они тоже все дорого стоят. И это только лекарства. А что говорить про какие-нибудь обследования, анализы и все в этом роде? Поберегите себя в начале своего пути, нежели потом бегать с незнанием, что делать в самом конце. Правда. Если вдруг вы получили травму, очень часто с этим сталкиваюсь на тренировке, я понимаю, иногда хочется никого не подводить, когда вы там, не знаю, пропустили тренировку, потому что вы заболели или
вы плохо себя чувствуете, или вы, не дай бог, получили травму, получили растяжение, ушиб какой-то, отдохните, не идите вы на тренировку. Адекватные люди вас поймут и поймут, что вы не просто так пропустили общую тренировку, а у вас есть причина. Да, окей, если это конечная тренировка, у вас выбора нет, хорошо, да, сделайте исключение, если вдруг у вас съемки, да, вам придется терпеть, к сожалению, потому если у вас нет возможности это перенести, но если у вас есть такая возможность, перенесите, пропустите, отдохните, дайте своему телу, организму восстановиться, потому что если вдруг вы не долечите какую-то проблему с тем же растяжением. У меня был период жизни, на своем примере расскажу, я растянула ногу, и растянула это на период, когда я готовилась к батлу, когда надо было выучить около 40, что ли, разных кусков, отрывков хореографии. Я тогда была не особо опытная, тогда вот где-то полгода как танцевала в кавер-танцах. И я с растяжением решила такая, да ну, пойду и так. Пошла, и теперь я очень легко могу растянуть старую травму заново, просто потому что я ее не долечила в самом начале. И это неприятно, это больно. Поэтому просто защитите свое здоровье по максимуму. Суставы, спину, сердце. Просто все ограничения учтите вашего здоровья. И занимайтесь сколько вы хотите, как вы хотите. Но главное, о здоровье думайте. То же самое про здоровье я могу еще сказать. Многие пропускают разминку перед тренировкой. Вот этого делать не стоит. Особенно если вы ребята, которые не спортсмены, не опытные, которые только пришли. Разминка — это обязательная часть, которая разомнет все ваши суставы, связки, мышцы, которая разогреет их перед тренировкой и поможет вам предостеречься от каких-либо травм на тренировке, потому что очень активная хореография, иногда вы резко как-нибудь сделаете какое-то движение рукой и так далее, и у вас может что-то хрустнуть сильно, что-то еще, что-то там случится банально, чего вы обычно не ожидаете, типа думаете, нормально все и так, а потом вы боитесь того, что вы не сможете это пролечить, и вам же потом от этого хуже. Немножко на таком отчитывающем вайбе закончили, когда я вас как мама отчитываю. Ну, по крайней мере, я сейчас как будто так и говорила. Правда. Я, наверное, закончу на том, что берегите себя, берегите свое здоровье. Если вы заболели, если вы получили травму, пропустите тренировку, дайте себе восстановиться, дайте себе отдохнуть. И тогда ваш организм и вы сами себе в будущем скажете огромное спасибо. Ну, также и скажу спасибо вам я за то, что вы посмотрели данный видеоролик. Я была очень рада вас видеть у себя на канале. Все еще, повторюсь, жду ваше мнение в комментариях, вне зависимости от того, согласны ли вы с моими тезисами, не согласны вы с моими тезисами. Мне будет интересно услышать вашу точку зрения, потому что сколько людей, столько мнений. Может, что-то вы сможете дополнить, может быть, что-то не было озвучено в данном видеоролике, и вы захотите озвучить это в комментариях как свои мысли, я буду очень рада это почитать. И также хочу порекомендовать вам подписаться на мой телеграм-канал, в котором вы можете следить за последними моими новостями, что я там делаю, что я там творю, потому что там я появляюсь гораздо чаще, чем здесь. И там могут быть полезные вещички до использованной косметики, обзоры на какие-то прочитанные книжки, рецепты правильного питания, ППшные, белковые, возможно, кто этим интересуется, потому кто, может быть, сидит со мной на занятиях спортом похудения, походах в зале. Сейчас у меня стартовал там небольшой социальный опрос, по поводу которого я, скорее всего, в дальнейшем сниму видео. Также вы можете в нем поучаствовать, чтобы потом появиться в данном видеоролике. Всем спасибо еще раз за просмотр. Всем